Следующая важная проблема, которая затрагивалась за прошедшую неделю, в том числе была преломлена в плане ПСО, это история с Вагнером. То есть мы с Пригожина переходим к Вагнеру. Во-первых, была опубликована фотография Максар, которая показала, что на базе южной, неподалеку от Могилева в Белоруссии, появились установки, якобы установки, сверху напоминающие Искандер-М. Правда, опять-таки, британские специалисты мне сказали, что вполне возможно эти установки – это вот из отряда, который участвует в парадах на Красной площади. Это тот отряд, в котором все сделано из фанеры, из железа или из папье-маше, не знаю. Говорят, по ним даже нельзя бросать камень, потому что сразу по звуку станет понятно, что это не то, за что они его выдают. Но, тем не менее, увидели установки эти. Якобы это находится в 15 километрах от склада, в котором, по идее, должны находиться ядерные боеголовки, то есть где-то километров 15. А с другой стороны, в 12 километрах, там находится база-цель, на котором присутствуют вагнеровцы. И идея этого, вот так вот все это объединить, вот эти точки соединить, и получается, что возникает возможность, что власть, то есть все это разыграно, это действительно такой план, согласно которому в нужный момент, по указанию из Москвы, вагнеровцы заходят в этот склад, берут боеголовки, везут их к базе южной, там их насаживают на Искандеры, и мы получаем оружие, готовое, ядерное оружие, готовое к применению в Европе с территории Беларуси. Очень нехороший, конечно, да, вариант. Но американские источники, вот, комментируя это, все-таки подчеркивают, что пока нет никаких конкретных свидетельств о том, что там действительно есть ядерные боеголовки. Ну и пока не совсем есть подтверждение о том, что вот эти установки Искандер-М, что они действительно настоящие, а не бутафорские. Но тут решили усилить этот фактор. Вагнер в Белоруссии. И подогнали 100 вагнеровцев к польской границе. Вообще, я должен сказать вот что. С учетом, вот что я только что сказал по поводу Пригожина, это должно распространяться на весь личный состав Вагнера, который принимал участие в этом мятеже. Они все оказались, но это вот КГБшное такое старое понятие, то есть им доверия нет никаким. Никому абсолютно. С ними невозможно ничего делать, задумывать, полагаться. То есть абсолютно ненадежный товар или контингент. И я очень подозреваю, что, смотрите, тот Вагнер, который проводил мятеж, в большей части своей он состоял из зэков. И я думаю, что вот этих зэков, которые участвовали во всем этом, их уже нет. Во всяком случае, в составе Вагнера. Вагнер, скорее всего, возвращают в первоначальный вариант, когда он был крышей, под которой действовала ГРУ, действующие, несколько отставные, которые прошли уже какие-то горячие точки, им теперь дают возможность заработать. И вот он возвращается в свое первоначальное состояние. И вот это перемещение 100 человек вызвало бурю эмоций. Выступил премьер-министр Польши, который указал на это как на угрозу. Тут же вспомнили Сувалкский коридор. И вот если они туда зайдут, это все перережут, этот коридор, значит, отрезают все государства Балтии от НАТО. А зачем это делается? Это делается в том случае, когда есть идея напасть на это НАТО, а для начала напасть на государства Балтии. Короче говоря, караул. 100 человек. И я рекомендую, все-таки вернуться на землю в своих оценках Вагнер. То, что 2000 вагнеровцев дошли, то есть
говорят, в Ростов их вошло 1010, потом оставив большую часть там, и взяли Ростов вместе со штабом армии. Они сдались без единого выстрела. Это не свидетельствует о военном мастерстве вагнеровцев, это свидетельствует о гниле путинских вооруженных сил. И даже не столько о гниле, а о том, что они ненавидят Путина, Кремль. Им плевать на них. И вся это остальное путешествие 2000 уже вагнеровцев в Москву свидетельствует о том же, а не военной воинской доблести этих людей. Напомню вам еще одну вещь. Несколько лет назад была такая история в Сирии. Американцы там поставили под контроль нефтяные поля. Это было звучит мудреное такое название, Дар-эз-Зор или Дар-эз-Зор. И там были, значит, американские спецназовцы в незначительном количестве, и на них поперли вот эти вагнеровцы. Их было, по разным оценкам, от 300 до 500 человек. Американцы несколько раз предупредили: остановитесь, применим силу. Но эти перли как танки. Несколько раз их американцы призывали остановиться, а затем, по свидетельству одного из оставшихся в живых вагнеровцев, осталось их немного, он сказал, что следующие 25 минут были адом на земле. То есть по ним был нанесен удар отовсюду. С воздуха, с моря, с суши. Это был огненный смерч, который был организован в течение нескольких минут. То есть для него не надо было готовиться сутки и даже часы. В течение считанных минут был этот комбинированный, это как раз показывает, что такое комбинированное взаимодействие родов войск. Отовсюду. В результате практически вся эта группа Вагнера перестала существовать. Вот вам еще один пример. Поэтому там опять опасения, конечно, нужно всегда бдительность, безусловно. Нужно охранять, туда, кстати, выдвинули уже, по-моему, один натовский батальон, который должен охранять эти Сувалки. И я думаю, они справятся с этим делом. И если возникнет безумная идея Вагнера туда влезть, то их ожидает такая же история, как была под Дар-эз-Зорро. То есть паниковать, я думаю, смысла нет, оснований нет. Тем более, что, как мы узнали сегодня, 6 человек из этой группы Вагнер перешли польскую границу и попросили политического убежища. Это еще раз характеризует то, в каком состоянии сейчас находятся вооруженные силы Российской Федерации. Потому что, еще раз, я уверен, что тот Вагнер, который сейчас остался, там нет уже тех, которые были под Бахмутом, которые фактически мясом, послужили пушечным мясом, который полгода брал этот несчастный, действительно несчастный, разрушенный город. Опять-таки, где же воинское мастерство? Но теперь, значит, это в основном уже действительно ГРУ, то есть есть все основания предполагать, что, во всяком случае, несколько из тех, которые попросили убежище, это грушники, от которых мы узнаем массу интересных вещей. Паниковать, господа, не надо. Еще раз повторяю, нет никаких реальных подтверждений разведки американской, британской, вообще натовской о том, что в Беларуси присутствует действительно ядерное оружие, а все остальное может вполне быть бутафорским, включая вот эти установки Искандер-М. Следующее важное событие, на котором я хотел бы остановиться, это принятие в пятницу в России закона, который позволяет изменить, продлить срок призыва вооруженной силы и увеличить таким образом количество людей, которых можно призывать, говорят, где-то на 1,5 миллиона человек к 2025 году. Это многоплановое, так сказать, событие, вернее, оно имеет очень разные аспекты толкования, но хотел бы начать вот с чего. С частности, но это важная частность. Там, пока достаточно туманным языком, но прописана идея массовой организации частных
ЧВК, их называют сейчас предприятиями, но это фактически частные военные компании по всей территории Российской Федерации. Почему я обращаю на это внимание? Помните, я вам рассказывал о искусственном интеллекте и о тех прогнозах, которые сделаны этой компанией, которая предсказала буквально точно до дня, когда состоится агрессия. Так вот, вы хотели узнать, я узнал, и одно из их предсказаний на будущее было, что в России будут делать акцент на развитии частных военных компаний, и в качестве примера указали на быстрое развитие газпромовской компании «Поток» с базой под Петербургом. И теперь в этом законе, значит, прописано, что они теперь будут создаваться по всей территории России. Цель этих компаний – это защита границ, это борьба с беспилотниками. Считается, что они могут использоваться, если ВСУ вторгнутся, совершат агрессию и вторгнутся на территорию Российской Федерации, а также, ну что маловероятно, а также то, что возникнут в России массовое волнение, бунты, недовольство, и эти ЧВК будут использоваться для его подавления. Хотя там же есть уже сотни тысяч обормотов в составе Росгвардии, у них есть территориальная оборона на случай якобы агрессии. То есть вот действительно такой острой необходимости вроде бы и нету для их создания. Причем, что интересно, они будут подчиняться губернаторам. И вообще их создание – это вот попытка сбалансировать. С одной стороны, армии не хватает. Режим висит в воздухе. Армия на примере мятежа Пригожина показала свою нелояльность, которую власть не может признать, вплоть до того, что Шойгу поздравил за верность тех, кто пропустил без единого выстрела Пригожина к Москве. Ну, то есть армия ненадежна. ФСБ и другие спецслужбы ненадежны. Надо что-то делать. И вот они там танцуют. Я имею в виду Кремль между плохим и еще худшим решением. И вот идут на создание таких ЧВК, которые будут находиться, внимание, под контролем губернаторов. Это вообще совершенно убийственная идея, которая может, ну, реально погубить путинский режим, потому что, ну, это приглашение к сепаратизму. Теперь у каждого губернатора появится своя дружина воинская. Вообще некоторые американские аналитики и британские говорят, это же феодализация, когда у местных вассалов есть собственные дружины, но эти дружины якобы в конечном итоге подчиняются центру, главному это Путину, который может в любой момент написать, значит, распоряжение о их ликвидации, они в ту же секунду ликвидируются и передает свое оружие Министерству обороны. То есть они создаются губернаторами, им подчиняются. Министерство обороны дает им оружие, но Путин якобы, когда надо будет, ему он дает указания, и они распускаются тут же. У меня вопрос, а где гарантия, что они тут же распустятся? И когда вассал получит в свое распоряжение такую дружину мощную, военизированную, то в день X, когда из Москвы поступит указание ее ликвидировать, действительно ли он ее ликвидирует? Или несколько таких вассалов объединятся между собой и скажут, да ну его нафиг. Как это было, значит, в истории русского государства когда-то, да даже Киевской Руси. То есть как-то так очень стрёмное решение, которое позволяет еще раз убедиться в том, что положение у него отчаянное, он не чувствует уверенности, он не видит твердой опоры, на которую он может положиться не только в народе, опять-таки это показало Пригожинский мятеж, но и среди силовых структур. А в ходе войны он от них зависит.
от этих силовых структур. Поэтому вот как он создает, кстати, было характерно для Наполеона, когда у него было там, по-моему, 5 или 6 разных спецслужб. Создает одну, потом создает вторую, чтобы она наблюдала за первой, потом третью, чтобы она наблюдала за второй. Так и он это все делается. То есть, с одной стороны, это, по идее, должно укреплять режим, с другой стороны, создает новые трещины, которые могут погубить этот же самый режим. Ну и еще одно мнение по этому поводу, значит, так сказать, более широкий взгляд. Каким целям служит этот закон? Представлял, напомню, его генерал-полковник Картополов, он шеф комитета Думы по обороне, генерал вроде полковник, на самом деле он политический, из комиссаров, политработник. Так вот, выступая там, он открыто говорил, что мы же готовимся к большой войне, она уже вроде чуть ли не на пороге. Вот это и надо воспринимать как слова, которые произносит политработник. Это ИПСО, это сигнал. То есть все это, вот я начал с этого, что он сигналы посылает. Чем меньше шансов добиться на поле боя успеха, тем больше усиливается влияние ИПСО. И вот все это я говорю вам опять-таки в плане ИПСО, Картополов, и это Вагнер, к этому относятся его маневры в этой самой в Белоруссии, якобы боеголовки там развернутые, и принятие этого же закона. Так вот, Картополов открыто говорит, что война эта уже стоит якобы на пороге, и мы якобы к ней готовимся. По этому поводу была статья в Financial Times, написал ее Александр Габуев, это шеф фонда Карнеги по России и Евразии. Базируются они сейчас, раньше они находились прямо в Москве, а сейчас они находятся в Берлине. Так вот, значит, ход его мысли, что цель этого закона – это отнюдь не стремление Путина соскочить из этой войны без потери лица, то есть найти выход и не потерять морду лица крысиную. А наоборот, это свидетельствует о том, что он собирается, надеется выиграть измором. Почему он надеется? Он считает, что российская экономика позволит ему это. Почему он так считает? А потому что в прошлом году большие доходы от экспорта нефти. Окей, в прошлом году. Но в нынешнем-то они резко упали, чуть ли не на 50%, а может больше. Поэтому, так сказать, сомнительный вариант. Второе, что якобы заработал военно-промышленный комплекс. Но опять-таки, по словам правительства, по словам Кремля, действительно ли он так уже заработал, если Шойгу поехал за боеприпасами не куда-нибудь, а в Северную Корею. Кстати, насчет северокорейских боеприпасов. Тут, по-моему, та же самая Financial Times написала, что зафиксировано было, что в районе Бахмута ВСУ использовали в большом количестве корейские снаряды против врага. Оказывается, большая партия была захвачена дружественной страной. Целый пароход или танкер, не танкер, да, судно какое-то было, сухогруз, захвачен с огромным количеством корейских боеприпасов, и все это было передано ВСУ. Так вот, очень жаловались украинские бойцы. Многие из этих снарядов не разрываются. И даже один эпизод описывает, когда военнослужащий ВСУ порекомендовал британскому корреспонденту перед тем, как будет выстрел сделан из этого орудия корейским, значит, снарядом, дальше подойти, подальше отойти от этой пушки, потому что, или гаубицы, потому что эти снаряды ведут себя непредсказуемо, иногда crazy, как я сказал, сумасшедшие. Вот. Ну так, короче говоря, вот разговоры о том, что путинская экономика, есть вроде все нормально будет, и заработал ВПК и так далее, это все чушь, это все бред. Но, конечно, можно допустить, что в голове у бледной моли, у Курка вполне могут мечтать. То есть у человека, которого, особенно недочеловека, который загнан в угол и теряет в этой ситуации рассудок, то же самое с Гитлером было.
у него возникают сложности адекватному восприятию и анализу ситуации. Поэтому, да, он может верить во все это, хотя этого нет. Поэтому, значит, как говорит автор статьи, в этой ситуации, значит, учитывая, надеясь на то, что экономика его еще прокоптит, продержится, что ВПК восстановится, что скорее он что-то получит, и еще в довершение к этому, то есть цель всего этого, нужно ему сломить позицию Запада, чтобы Запад, так же, как он оценил ситуацию и перестал помогать Украине. А для этого нужно ИПСО. То есть, я повторяю, это неделя ИПСО. Нас ждет не просто неделя, нас ждет месяцы этого ИПСО. И вот это же самое, этот закон, это одна из главных целей, это ИПСО. Послать месседж Западу, что не надо, надо заканчивать помощь Украине, потому что она бесполезна. Сломить волю Запада. И для этого Москва использует вот эти угрозы, раскачивать ситуации, Вагнер, там, Беларусь, там и прочее, все это прочая муть. То есть, господа, я хочу еще раз подчеркнуть, что ПСО сейчас это важнейший инструмент Путина, без которого все остальные планы не работают. Все летит в трары, остается только вот поле боя, траншеи, эти зубья разные, драконовские и так далее. Это очень важно. Поэтому, значит, из этого делаем вывод, что Путин понимает, что самая большая его проблема – это единство западных союзников с Украиной. А из этого следует, что любые ИПСО, которые распространяются, а они все больше распространяются, и они бьют все в одну точку, это те ИПСО, которые организовываются и санкционируются из ОПы Ермака. Это идея о том, что, ну вот как было написано в тех тезисах, которые приписываются Залужному, который никогда этого не говорил, что Запад, значит, желает фактически поражения Украины, что Запад слил Украину. Но я слышу этот тезис уже 2 года с того момента, когда Байден встретился в Женеве с Путиным. Если взять все... То есть с тех пор Украина превратилась в самую вооруженную после Мордора державу Европы. Затрачено только на военную помощь уже, вернее, выделено и затрачено где-то 113 миллиардов долларов. Это больше, чем любому другому за такой промежуток времени, любому государству в истории после Второй мировой войны. Уже сказали, приблизили танки Абрамс, теперь они будут уже, передвинули их, по-моему, на месяц сюда ближе. Уже обещали F-16, правда, об этом надо когда-то будет поговорить, вот эти поставки. Насколько они чудодейственные и могут сыграть чудодейственную роль. Это сложный вопрос, надо его обсуждать, и мы должны все понимать. Тут разговоры, вот сейчас, завтра прилетят F-16 и все, послезавтра мы решим все эти вопросы, ничего подобного. Они должны быть интегрированы должным образом, все те системы вооружения, которые сейчас уже есть, и с той тактикой, которая есть на вооружении ВСУ для того, чтобы быть эффективными. Но, тем не менее, короче говоря, господа, следим за этими всеми ИПСО, которые направлены на то, чтобы раскачать и разбить единство Запада с Украиной. Если это произойдет, вот это все, вот это будет все. Тогда Украина просто как переспелая груша упадет к ногам этого плешивого кровавого карлика, который в отчаянии уже, потому что он понимает, что все, по большому счету, против него. И вот, значит, второй взгляд, значит, я вам только что процитировал мнение Financial Times о том, что Путин якобы надеется, что он выиграет эту войну на истощение. Издание британское же iNews сообщает, что этот же закон свидетельствует об отчаянии Путина, потому что там драконовские меры, действительно. Теперь электронно человек получает повестку. Как только он ее получает, а срок призыва увеличивается с 27 до 30, как только он получает, мышеловка захлопывается. Выезда из Мордора все, нет. Ну и дальше.
деваться некуда. Значит, если ты не идешь, во-первых, там штрафы намного увеличиваются во много раз, во-вторых, ты решаешь возможности использоваться банками, там, получать кредиты, какие-то банковские проблемы возникают, а все люди опутаны всеми этими кредитами и так далее. Короче говоря, вывод этой статьи. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим борьбу воли и умов между государственными чиновниками и молодыми людьми, которых будут в большем количестве призывать вооруженные силы. То есть, по мнению авторов статьи, этот закон вызовет недовольство, ширящееся, углубляющееся недовольство внутри России и поспособствует, во всяком случае, для дестабилизации того же самого путинского режима. Вот, собственно говоря, что я хотел рассказать на данный момент, господа. Подчеркиваю, ИПСО – важнейшее сейчас поле битвы между силами добра и зла. Пятая колонна работает по полной программе. Происходит чрезвычайный выход агента на встречу с куратором. После Омана 1.0 это привело к катастрофическим последствиям. Будем надеяться, что этого не произойдет на этот раз, потому что мы теперь знаем, что можно от этого ожидать. И поэтому самое главное сейчас вот для Украины, для украинцев – не допустить, чтобы пятая колонна добилась своих целей. Не допустить разрушения союза, отношений между Украиной и Западом. Посылать нафиг все эти идеи, что Америка сливает Украину, пытается, во всяком случае, сливать. Та же самая пятая колонна, которая допустила неожиданную, в кавычках, агрессию в феврале 2024 года, о которой американцы предупреждали за полгода. И тем не менее, для некоторых она стала неожиданной. А для этого наблюдаем. Главное действующее лицо, как я вам говорил, резидент, мы знаем его имя, наблюдаем за его поездками, ходами, особенно, когда они тайные. Ну а судя по последним событиям на фронтах, вооруженные силы Украины, значит, теперь активизировали свое наступление. И должен вам сказать, что вот буквально вчера вышла статья двоих из тех 3 иностранцев, которые приезжали в ВСУ и дали, так сказать, толчок всему этому ИПСО. На этот раз они были без поляка, это были 2 американца, и теперь они пишут совсем другое. Ну, то есть совсем отказаться от того, что они написали, они не могут, но вывод, если в первой статье, вот, которую я вам цитировал, в первых тезисах была, что нет никаких шансов этого наступления, потому что ВСУ якобы не умеет воевать, поэтому нет смысла давать никакого оружия. Какое бы оружие вы ни дали, танки, там, F-16, все это напрасно, получается, надо договариваться. Теперь они пишут, что ВСУ приспособились к войне на истощение, они знают, как это делать, они умеют уже это делать, поэтому Западу надо дать им то оружие, которое они просят, и они решат задачу. Блестящая постановка вопроса. Вот как люди быстро перестраиваются, да? Всего неделя прошла. Поэтому, господа, как обычно, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, как обычно, выдержки, мужества, твердой веры в нашу победу и следим за происками представителей пятой колонны. Они должны быть всегда под светом Юпитеров. Они должны чувствовать себя как рыбки в аквариуме, которые просматриваются со всех сторон. Они должны быть... То есть, самое главное сейчас – не дать им добиться их цели. И все будет хорошо. До скорых новых встреч!